Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Сегодня я хочу показать вам всю свою коллекцию хайлайтеров, которая у меня есть. Так что, любители обзора косметики, продолжайте меня смотреть. И давайте начну я вам показывать. Начну я вот с этой палетки. Это палетка от Revolution с блогером Soft X. Это британский блогер, миллионник, достаточно популярный. Давайте я вам покажу вот так вот, близко. Очень красивые, запеченные хайлайтеры здесь. И есть обыкновенные. И цвета здесь очень-очень красивые. У многих есть эта палетка. Смотрите, она очень... То есть эти хайлайтеры очень красиво лежат на лице. Вот так он смотрится. Также есть у меня намного старая палетка. Так, отвалился шурупчик от крышечки. В общем, это очень старая палетка. Не знаю, сколько ей уже лет. Мне кажется, она сначала вышла, потом уже софт вышла. Но здесь тоже прекрасные хайлайтеры. Смотрите. Но здесь чуть-чуть другое качество. Ну, давайте заодно и сравним. Да, здесь качество чуть-чуть другое. Оно не такое яркое. Вот так они смотрятся. Ну, тоже хорошая, актуальная, я думаю, эта палетка до сих пор. Конечно же, я избавляться от нее не буду. Я стараюсь не избавляться от косметики. Также у меня есть, конечно же, хайлайтер от Catrice. У меня в оттенке 0,30. Это знаменитая их серия Glow. Вот такой вот красивый золотистый хайлайтер. Тоже очень красиво смотрится на лице. Тоже он у многих есть, поэтому долго не буду останавливаться на нем. Вот. Что у меня есть еще от Catrice и Essence? Давайте Essence. Я буду брать в рандомном порядке, потому что я тут не буду сейчас Catrice или Essence. Вот как есть, так и буду брать. Этот хайлайтер достаточно знаменитый. Мне кажется, он до сих пор есть в линейке у них. Это яркий хайлайтер. 0,2 оттенок. Тоже очень красивый. Тоже мне очень нравится. Он поярче, чем вот этот. Смотрите. Тоже люблю его, но что-то я давно его не использовала. Вот это новинка, по-моему, прошлогодняя. У меня в 20 оттенке. Вот такой вот розовый у него перелив. Он не такой уж яркий, но можно, конечно же, и наслоить и сделать намного ярче. Вот. Тоже хороший хайлайтер. Ну, у Essence и Catrice прекрасные хайлайтеры. Всегда выходят и запеченная формула, и обыкновенная. Также от Catrice тоже знаменитый хайлайтер. Он есть у многих. Вот этот хайлайтер, он тоже очень нежный. Он типа дуохрома. Здесь два цвета присутствует. Такой вот розовый цвет, золотистый. Я не знаю, как объяснить. Но тоже очень красиво смотрится на лице. Вот смотрите, как он переливается. Я не знаю, будет ли видно сейчас. Ну, тоже хороший хайлайтер. Мне он нравится. Так, что у меня еще тут из Essence и Catrice? Также есть у меня вот такой хайлайтер. У меня из этой серии два хайлайтера. Один, который раньше вышел, а другой, потом вот сейчас, который у них есть в постоянной линейке. Вот эти два хайлайтера. Вот этот у них сейчас есть в постоянной линейке, а этот вышел, по-моему, Limited Edition. Да, Limited Edition. Вот. Ну, тоже, вот этот, он не такой уж яркий, он более спокойный. Так, какой у меня цвет? 0,4. Но его уже в продаже не найти. Такой вот цвет.
И давайте вот этот. Это у меня в 20-м. Тоже он у многих есть. Вот он очень яркий, хотя он очень замыливает. Смотрите. Ну, сразу видно. Вот такой вот цвет. Вот. Это на любителя, кто любит яркие хайлайтеры, кто любит более такие спокойнее. Также есть у меня в коллекции хайлайтер от бренда Belle. Такого среднего качества. Он немного меловой. Мне больше нравится его использовать, подсвечивать уголки глаз. Ну, вы видите, да, он набирается как-то не очень. Но цвета очень даже красивые. Так, что-то у нас очень-очень видно. Среднего качества это хайлайтер. Вот так лучше видно. Конечно, он похуже, чем Catrice и Essence. Также есть у меня хайлайтер от Catrice. Это, по-моему, прошлогодняя их новинка. Glow Light Highlighter. У меня в 10-м цвете, но другого, по-моему, нет. Это такой, как бы марбель, я не знаю, он такой двухцветный. Тоже красивый хайлайтер. Смотрите. Такой розовый, золотистый. Так вот он смотрится. Так, еще что у меня есть. Самый деликатный хайлайтер это вот от Essence. Он похож на белорусский хайлайтер, не помню, как называется. Тоже очень нежный, очень красивый, такой вот запеченный хайлайтер. Вот так он смотрится. Он очень нежный. Это такой вот дневной. Также есть у меня вот такая вот старинка от Essence с ламой. Многие девочки уже давным-давно закончили его, а я только недавно его приобрела, можно сказать, 2 года ему. Тоже очень красивый хайлайтер. Я, конечно же, все это смешиваю и набираю. Тоже очень деликатный, красивый хайлайтер. Вот так он смотрится. Также есть у меня любимый мой бренд. Это Revolution. Вот такой вот хайлайтер под названием этой серии Reloaded Make an Impact. Так, это вот такой двухцветный, дуохромный, можно сказать, хайлайтер. Золотисто-розовый. Он такой, можно сказать, каменный, но очень красиво раскрывается на лице. Люблю этот хайлайтер, и он мне очень даже нравится. Посмотрите, его перелив. Такой розово-золотистый. Очень красивый хайлайтер. Мне очень он даже нравится. Также есть хайлайтер знаменитый от Maybelline. Это оттенок 100. Достаточно темненький, но очень тоже красивый. Его хорошо использовать, конечно же, в летнее время. Вот. Еще у меня есть хайлайтер от Wet n Wild. Я его купила в этом году. Вот так он называется. Это такой золотистый тоже хайлайтер. Мне очень он нравится. Он очень яркий. Еще у меня есть хайлайтер от польского бренда Vibo. Один из моих любимых под номером 03, то есть 3. Это тоже такой дуохромно-розово-золотистый хайлайтер. Очень красивый. Вот так он смотрится. Еще у меня есть от бренда Lovely. Так вот он называется. Gold Highlighter, да. Здесь нет, по-моему, номера. Тоже интересный хайлайтер. Он достаточно легкий и не такой яркий. Вот,
смотрите, он не такой яркий. Ну, тоже интересный хайлайтер. Также от бренда Belle, это новинка, то есть Belle говорю. Почему я говорю Belle? Lovely. От бренда Lovely в этом году у них вышел такой вот Jelly Silver хайлайтер. Это кремовый хайлайтер, тоже оттенка здесь никакого нету. Он в одном цвете. Это вот такой вот кремовый хайлайтер. Как же он красиво смотрится на лице. Он подсвечивает ваше лицо, можно сказать, изнутри. Но он, к сожалению, не схватывается. И поэтому, если вы его нанесли, то лицо лучше не трогать потом руками. Вот. Это такой вот мокрый эффект. Очень красиво смотрится. Также есть у меня в коллекции знаменитый хайлайтер от бренда The Balm. У меня миниатюрка, которая называется Mary Lou Minizer. По-моему, там 3 оттенка есть. Это самый, если я не ошибаюсь, светленький. Очень нежный тоже хайлайтер. Такая вот миниатюрка. Конечно, здесь уже старая, все старая формула, но до сих пор актуален. Это, как бы сказать, хайлайтер, который вошел в историю. Вот тоже интересный хайлайтер такой, нежный, красиво лежит на лице. Ну, что мне о нем говорить? Мне кажется, он тоже у всех уже есть. Также у меня есть хайлайтер, новинка этого года от Essence, Harley Quinn Meta Glow. У меня в оттенке 01, также есть во втором оттенке, там, по-моему, цвет какой-то холодный. Это вот такой вот розовый, смотрите. Он переливается в розовый цвет. Он очень яркий, здесь есть блески, и большинство его используют как тени. Он очень красиво лежит, как спаркл, можно сказать, на глазах, смотрите. Как же он переливается. Просто шикарно. Как хайлайтер, конечно, он бомбический. Ну, есть девочки, конечно же, которые используют такой хайлайтер. Почему бы и нет. Еще у меня новинка, которая вышла от Catrice. Это Space Glam Holo Highlighter. Его тоже многие используют как тени, потому что он тоже дуохромный. Он очень яркий, здесь более фиолетовый перелив. Смотрите, тоже шикарный, на мой взгляд, хайлайтер. Давайте вот вместе их. Здесь больше розовинка, а здесь больше фиолетовое присутствует. Но тоже очень красивый и яркий хайлайтер. Еще у меня вот такой есть от Catrice. Это который с Винни-Пухом, Дисней. Я не любитель Диснея, но здесь я приобрела, потому что мне очень понравилась упаковка. И у меня не было никогда такого хайлайтера рассыпчатого. Давайте открою. Он нежный, он не такой яркий, но тоже интересный хайлайтер. Его, конечно, сейчас неудобно набирать пальчиком. Конечно, кистью лучше. Здесь присутствуют такие розовые, золотистые и цвета шампань. Вот, он очень нежный на лице, но мне нравится. Также самый яркий хайлайтер у меня это, то есть в моей коллекции, это от бренда Claressa. У меня в оттенке он называется 13 Rose of Or Gold. Это тоже с розовым переливом, здесь целых 8 грамм. Он хватит надолго вам. Но тоже очень яркий хайлайтер. Смотрите. Сейчас его как-то... Подождите, я не вытерла руку хорошо, чтобы вам показать красиво вот этот цвет. Вот, посмотрите. Он тоже розовый, золотистый, очень яркий. Его хорошо использовать на ключице. Такой, вы знаете, летний хайлайтер.
Смотрите, как же он блестит. Один из ярких хайлайтеров, то, что у меня есть в коллекции. Также один из популярных хайлайтеров на YouTube, тоже шикарный хайлайтер от Revolution, вот так он называется. Он тоже есть в двух цветах. Помню, есть золотистый и вот этот розовый. Тоже здесь хорошее, кстати, зеркало. Очень большая вот такая вот тарелка. Ну, тоже шикарный хайлайтер. Здесь есть такие вот мелкие, мельчайшие, как правильно сказать, такой вот мелкий-мелкий шиммер, но очень красиво смотрится. Да, он замыливается, но ничего страшного, я думаю. Вот такой вот красивущий хайлайтер, он тоже у многих девочек есть. Смотрите, тоже шикарный хайлайтер, на мой взгляд. Еще один хайлайтер от Revolution, это Reloaded, из серии Reloaded, называется Lilac Glaze. Тоже красивый хайлайтер. Он, конечно же, не такой яркий на лице, если вы будете набирать его легкой кистью, натуральной, слегка. И, конечно же, я потом не наношу румяна, если я пользуюсь этим хайлайтером. Смотрите, очень красиво смотрится тоже. Нежный розовый хайлайтер. Еще одна новинка от Essence, которая вышла совсем недавно. Это абрикосовая коллекция. Это достаточно маленькая коллекция. Там вышел хайлайтер, румяна, блеск для губ и еще что-то. Ну, тоже интересный хайлайтер, достаточно классический хайлайтер, который выходит у Essence и у Catrice. Это запеченный розово-персиковый хайлайтер. Ну, тоже имеет место быть. Мне нравится, и поэтому я его тоже себе приобрела. Тоже лежит на лице очень красиво. Новинка этого года от Revolution. Хайлайтер Pink Seduction. Как-то так называется. Вот тоже очень красиво. Это серия Beam. Также у них эта серия есть и Beam Bright и румяна этой же серии. У меня и румяна есть, и вот хайлайтер также. Это тоже запеченный хайлайтер. В серии есть, по-моему, 5 или 6 цветов, но я взяла, как всегда, розовый. Очень шелковистая поверхность. Запеченный хайлайтер. Красиво смотрится. Он достаточно яркий. Вот. Смотрите. Но очень красиво смотрится. Также последняя новинка моя от Revolution. Ну, это уже, как говорится, blush хайлайтер. Но я отнесла его к хайлайтерам, и он у меня лежит там, где хайлайтер. Это от Revolution Pro. Очень красивая упаковка. Есть зеркало, и здесь вот такой вот хайлайтер. Его, конечно же, я наношу без румян, потому что он такой розовый, золотистый. Он не такой яркий, но очень красиво тоже смотрится на лице. Вот так он смотрится. Достаточно красиво. Давайте также покажу. В коллекции у меня есть кремовые хайлайтеры. Это, например, хайлайтер у меня и от бренда Max More. Он представлен в магазине Action. Стоит очень бюджетно, около 2 евро даже нет. Это очень красивый мокрого эффекта хайлайтер. Вот смотрите. Без лишних блесток. Он не снимает даже тон. Это вот такой мокрый летний хайлайтер. Он продавался, по-моему, в одном оттенке. Да, другого оттенка и не было. Также есть у меня тоже знаменитый хайлайтер от Catrice. Он у меня в оттенке 0,30. Вот, 0,30. Его можно до сих пор найти. Он есть в продаже, я видела. Я вот все хочу такой же купить розовый. Какой же он красивый. Я иногда его смешиваю даже с тональным кремом, и прекрасно смотрится. Тоже не снимает тон. Лежит шикарно. Вот просто, смотрите.
Очень красивый. Схватывается, кстати, то есть фиксируется. Хороший хайлайтер, и знаю, что многим он понравился. И еще один хайлайтер кремовый у меня есть. Это новинка года от Essence. Называется Baby God Glow. У меня в оттенке 20, который называется Rose and Shine. Красивый хайлайтер, но он очень быстро застывает и залипает. Не знаю, как у других девочек, но он очень быстро высыхает. То есть схватывается, и им надо быстро работать. Здесь такой off-on, и вы, как видите, он выходит только вот так вот, с одной дырочки. Давайте я вам покажу. Ну, цвет шикарный, тоже, по-моему, в линейке есть 3 оттенка. Красивый цвет. Не знаю, видно вам сейчас или нет. Давайте покажу на ладони. Вот, давайте вот здесь покажу. Вот такой у него цвет. Никаких лишних блесток. Он достаточно нежный, не такой яркий. Вот. Тоже красивый хайлайтер. Как я уже сказала, в линейке есть 3 цвета. Вот. Ну что, девочки, вот такая у меня небольшая коллекция хайлайтеров. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.